Рецепт приготовления корейского кимчи или маринованная острая пекинская капуста по-корейски. Приветствуем вас! Хотим поделиться опытом приготовления кимчи при недостатке необходимых оригинальных ингредиентов. У нас был корейский ресторан в Тбилиси. Это был первый корейский ресторан, и мы здесь испытали недостаток нужных ингредиентов. И сейчас поделимся опытом приготовления кимчи, близкого к оригинальному корейскому вкусу. Итак, вы видите ингредиенты и пропорции в данном соотношении. Сначала качан разрезается напополам, но не до конца, а до середины, а потом он разъединяется руками, чтобы листья не повредились и имели красивые очертания. Далее каждую половинку качана нужно немного надрезать сверху у основания, чтобы капуста лучше промариновалась. Затем нужно промыть капусту хорошо. Лучше это делать под проточной водой, промывая ее между листьями тоже. Затем вы разводите соль в холодной воде в приведенных прежде пропорциях. Хорошо размешайте соль. Затем положите нарезанную пекинскую капусту в вами просоленную воду. Капуста оставляется просаливаться на сутки, и при этом вам нужно положить на нее какой-нибудь пресс. Затем готовим базу для кимчи. Для этого вам понадобится обычная пшеничная мука. Или вы можете также использовать рис уже отваренный, желательно вчерашний. Тогда его нужно будет выварить до такого же состояния, до состояния сгущенного молока. Делайте это на медленном огне. При вываривании добавьте воду 2 к 1. Пока база для кимчи остывает, вы нарезаете овощи. Первый нарезайте редиску. Если нет дайкон редиски, можно использовать обычную красную редиску. Если же нет редиски, но не сезон, тогда можно использовать просто морковку. Редиску вы нарезаете кружочками. Таким образом. Затем вы нарезаете редиску тонкой соломкой. Вам понадобится 3 луковицы. Вы их очищаете, а потом крошите в блендере. Также нужен имбирь. Его лучше чистить ложкой. Это очень полезный совет, прошу заметить. Конечно, все овощи нужно хорошо вымыть. Зеленый лук лучше брать тонкий. Кстати, корешки от зеленого лука лучше не выбрасывать, это не мусор. Их можно хорошо промыть и использовать при варке супа для бульона. Зеленый лук, он будет не весь тонкий, как этот. Также будут попадаться и зеленый лук с толстым окончанием. Что нужно сделать? Его нужно будет надрезать следующим образом. Для того, чтобы, когда ваше кимчи мариновалось, ваш зеленый лук дал больше сока и в то же время сам тоже лучше промариновался острым маринадом. Лук мы нарезаем отрезками по 3 см. Лук берется в прежде приведенных пропорциях. Чеснок нужно почистить и промыть, а потом раскрошить в блендере. Итак, у нас раскрошены в блендере чеснок, лук и имбирь. Сейчас мы намешаем маринад в пропорциях на 1 качан пекинской капусты. 3 ложки красного чили перца в пудре. Дальше наша база, которую мы заготовили. 1, 2. 2 ложки. Чеснок. 1 ложка. Лук.
1 ложка, столовая, конечно же, и имбирь. Сахар 1 столовая ложка. Рыбный соус 2 столовые ложки. Соль больше добавлять не надо, потому что мы добавили достаточно соли, когда замачивали ее в воде. Все хорошо перемешиваем. Добавляем редиску, горсточку и зеленый лук. Надеваем перчатки, потому что руки будет жечь очень, если делать это без перчаток. И хорошо перемешиваем. Берем качан, который мы уже достали предварительно из воды и дали ему отечь. И очень хорошо промазываем каждый лист с обеих сторон. Это как раз и отнимает больше всего времени при приготовлении кимчи. И приготовьтесь к тому, что если вы делаете это в первый раз, у вас будет жечь глаза и, может, вы будете даже плакать. Далее мы должны свернуть качан таким образом, подогнув листья под него. Потом мы укладываем качаны один на другой в пластиковый контейнер. Уложив кимчи в контейнер, мы держим 2-3 дня в холодном месте, не в холодильнике. А потом через 2-3 дня ставим в холодильник. И где-то через 2 недели можно пробовать кимчи. Чем дольше вы его держите, тем оно вкуснее. Можно держать до года. Итак, приятного аппетита!